Что будет, если отобрать у корней орхидей это? Такой вопрос все чаще и чаще встречается в комментариях. И казалось бы, ответ на этот вопрос вполне очевиден, но только для тех, кто до конца понимает физиологию орхидей. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Если резюмировать сегодняшнее видео, вывод можно сделать буквально одной фразой. Чем меньше у орхидеи листьев, тем прозрачнее горшок. И если вы уже поняли, о чем я говорю, дальше видео можете не смотреть. Ну а с теми, кто готов повторять и рассматривать прежние темы под несколько иным ракурсом, мы начнем, как всегда, обо всем по порядку. Вчера с разницей в 10 часов я получила 2 практически аналогичных комментария. Эти комментарии на ваших экранах. И вот текст первого. Смотря видео, я обратила внимание, что ваши орхидеи стоят в непрозрачных кашпо, хотя корни фаленопсисов участвуют в фотосинтезе, и им нужен свет. Или все-таки не нужен? И второй комментарий. Возник вопрос. У вас большинство орхидей помещены в непрозрачные кашпо. Интересует тема, что корни орхидей имеют свойство фотосинтезировать. Но как у вас они это делают, если к ним нет доступа света? Значит, не обязательно для орхидей нужны прозрачные горшки. Корни в таких посадках, когда они стоят в непрозрачных кашпо, у вас зеленые или белые? Итак, продолжаем говорить о корнях орхидей. Что будет, если отобрать у корней орхидей свет? Почему для некоторых фаленопсисов это может быть критичным, а другие этого даже не заметят? Интересно? Тогда досмотрите видео до конца. Здоровый корень орхидеи выполняет несколько важных для растения функций. Прежде всего, это поглощение, накопление и транспортировка воды и других питательных веществ. Все мы знаем, что большинство орхидей – это эпифитные растения, а значит, корневая система служит для закрепления орхидей в пространстве. Кроме того, корни орхидеи участвуют в ее дыхании, то есть осуществляют газообмен. Последняя функция корней также связана с эпифитным образом жизни орхидей. Поскольку в природе большинство орхидей существует без субстрата, корневая система растения может принимать участие в общем фотосинтезе орхидеи наряду с листовой массой. Еще проще говоря, с помощью корней орхидея держится, пьет, ест и дышит. При этом те же самые функции, кроме закрепления в пространстве, выполняет и листовая масса орхидеи. Логические выводы напрашиваются автоматически и сами собой. Чем больше у орхидеи листьев, тем меньше у нее потребности в фотосинтезе корневой системы и ее дыхании. И наоборот, чем меньше у орхидеи листьев, или если их нет вовсе, тем больше нужна помощь корневой системы в дыхании орхидеи и в фотосинтезе. Для закрепления этих выводов давайте рассмотрим каждую из ситуаций более подробно. Я не устану повторять, что орхидея является одним из самых универсальных и живучих растений на планете. Орхидея способна возродиться буквально из ниоткуда. Наличие всего одной живой меристемы, казалось бы, на сухом пне орхидеи, способно возродить ее к жизни. Давайте попробуем разобраться, за счет чего это происходит. Все это возможно исключительно из-за универсальности орхидеи. Когда у орхидей нет листовой массы, функцию листьев берут на себя
корни. И поэтому очень важно, чтобы в этот момент корневая система была максимум открыта или посадка орхидеи была максимум светопроницаемой. Иными словами, если вот такую орхидею поместить в глухое светонепроницаемое кашпо, новая жизнь на пне этой орхидеи вряд ли возродится. Чем больше вы оголите корневую систему такого пня, чем больше дадите ей доступа к воздуху и свету, тем быстрее на ней появится новая жизнь. Не прикрывайте корневую систему пней мхом, корой или любыми другими водосохраняющими элементами субстрата. Наоборот, раскройте ее по максимуму. При этом не забывайте, что для возрождения новой жизни этому пню потребуется большое количество воды. Обеспечьте корневую систему пня большим количеством воды, света и дайте ей возможность беспрепятственно дышать. Корневая система в этот период возьмет на себя функции листовой массы и позволит орхидее возродиться. По мере роста нового растения корневая система прежнего будет питать его на первом этапе, пока у нового растения не появятся собственные корни. Именно поэтому не следует слишком рано отсоединять от пней новые растения, дабы не загубить их. А теперь переходим к следующему случаю, когда посадка орхидеи должна быть максимально светопроницаемой. Иногда в наших коллекциях появляются очень маленькие растения, длина листовой пластины которых меньше мизинца. Это могут быть детки с цветоносов, которые по какой-то причине пришлось снять раньше. Это могут быть азиатские малыши в размерах горшка 1,5-1,7 дюйма. Если листовая масса орхидеи состоит всего из 2 или 3 маленьких и миниатюрных листьев, помощь корневой системы в вопросах дыхания, питания и фотосинтеза будет просто незаменимой. Если вся орхидея целиком вместе с горшком помещается в вашу ладонь, посадка такой орхидеи должна быть максимально свето- и воздухопроницаемой. Не садите такие растения в горшки с матовым пластиком. Выберите для них максимально прозрачные горшки. А еще лучше возьмите обыкновенную суперпрозрачную пластиковую бутылку и обрежьте ее. Проявите свою фантазию и обращайте внимание на любую тару из-под десертов, йогуртов, все, что очень прозрачно и маленькое по размеру. В таких тонких и прозрачных емкостях, в которых я проделываю огромное количество вентиляционных отверстий, орхидеи развиваются очень быстро, динамично и оптимально. Но даже если листики вашей орхидеи уже длиннее, чем мизинец, но листьев по-прежнему мало, 3, 4, 5, доступ света к корневой системе обязателен. Глухие, темные и матовые кашпо в этом случае не допускаются. Продолжаем содержать такие орхидеи на самых светлых и самых вентилируемых местах. И не забываем, что пропускная и накопительная способность корневой системы таких маленьких орхидей еще недостаточная, поэтому поливаем эти растения часто и по чуть-чуть. И помним, что не только корневая система способна выполнять функции питания и дыхания, но и листовая масса. Поэтому, обеспечивая листовую массу должным количеством воды, света и воздуха, вы помогаете орхидее динамично развиваться круглый год.
Когда листовая масса вашей орхидеи уже достаточно сформирована и представляет собой 6, 7 и более листьев. Корневую систему такого растения вместе с внутренним горшком можно поместить в кашпо. Чаще всего между внутренним воздухо- и светопроницаемым горшком и внешним кашпо есть зазор. В данном случае в этот зазор помещается палка или палец. Внешнее кашпо при этом продолжает быть светопроницаемым, но пластик уже матовый. Чаще всего в таких матовых и светопроницаемых кашпо мои орхидеи содержатся на фитильном поливе. При этом доступ и воздуха, и света к корневой системе по-прежнему сохраняется. Помещая корневую систему орхидеи в такое кашпо, мы продолжаем наблюдать за корнями орхидеи, куда они растут. Если корни орхидеи прекрасно растут вглубь посадки и не стремятся покинуть горшок, в этом случае все в порядке. Выбрать такие полупрозрачные и светопроницаемые кашпо в современных условиях не представляет собой никакого труда. Если листовая масса вашей орхидеи превосходно развита и количество листьев превышает 8, 10, 12, 14 и более, заботиться о светопроницаемости посадки и вовсе не нужно. Такая орхидея практически универсальна. Все функции у этой орхидеи взаимозаменяемые, и она многое может делать как только с помощью листовой массы, так и с помощью корневой системы. Вызревшая листовая ткань такой орхидеи представляет собой аккумулятор воды и питательных веществ, своеобразные горбы, как у верблюда. Обратите внимание, сейчас на ваших экранах не групповая посадка. Это одна, единственная орхидея. И вот такую орхидею вы можете поместить куда угодно, в самое глухое, воздуха- и светонепроницаемое кашпо. В этом случае для орхидеи никакого вреда не будет. Чаще всего в тяжелые и светонепроницаемые кашпо помещаются орхидеи не в декоративных целях, а в случае, если орхидея пышно цветет и цветонос орхидеи перевешивает и листовую массу растения, и его корневую систему. В темных и светонепроницаемых кашпо корневая система орхидеи продолжает полноценно развиваться и функционировать. Иными словами, она выполняет все свои функции, кроме функции фотосинтеза. И в этом нет ничего страшного, если листовая масса этой орхидеи достаточно развита и выполняет полноценно функцию фотосинтеза. Когда орхидея отцветет и опасность опрокидывания минует, ее вполне можно достать из глухого и светонепроницаемого кашпо, и тогда корневая система восстановит свой былой зеленый цвет и продолжит выполнять функцию фотосинтеза. А сейчас выполнение просьбы абсолютного новичка в мире орхидей. В русскоязычном орхидейном пространстве бытуют совершенно непонятные мне и просто народные понятия – раскукленные и закукленные корни орхидей. Сейчас на ваших экранах раскукленные корни орхидей, то есть корни орхидей с активным растущим апикальным кончиком. Именно к наличию таких корней на своей орхидее вы должны стремиться. Такие корни должны быть у вашей орхидеи круглый год. Корень орхидеи, полностью покрытый виломеном, без активного апикального кончика, принято считать закукленным. И такого состояния корней у орхидеи лучше избегать.
Надеюсь, в сегодняшнем видео мне удалось пролить свет на возможность и невозможность содержания орхидей в светонепроницаемых кашпо. Если вопросы у вас по-прежнему остались, не спешите их задавать. Пересмотрите видео еще раз. Конечно, корни орхидей могут участвовать в общем фотосинтезе растения, но если листовая масса самостоятельно справляется с этой функцией, помощи корней в этом вопросе ей не потребуется. Поэтому орхидеи с полноценно развитой листовой массой вы можете без опаски содержать в полупрозрачных или полностью светонепроницаемых кашпо. Ну а теперь я напомню вам, что 16 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной. Ведь впереди у нас много интересного.